Уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена» было возбуждено Федеральной службой безопасности против сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Чекисты инкриминируют некоторым ученым из знаменитого ЦНИИМАШ передачу американцам секретов российского гиперзвукового оружия. С тех пор, как прозвучала знаменитая фраза Владимира Путина «У нас же не 37-й год». Минуло 5,5 лет. И глядя на громкие уголовные дела, блогеры часто спрашивают, а почему, собственно, не 37-й? Ведь ситуация, судя по происходящему, очень похожая. В передаче секретных сведений подозревают директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона. Именно он, по версии следователей, получал от сотрудников ЦНИИМАШ секретные данные. Вот что пишет издание «Коммерсант», запустившее новость о произошедшем в информационное пространство. Оперативники проверяют информацию о причастности должностных лиц к намеренной передаче сведений под грифом «Совершенно секретно» о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам. Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМАШа, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт, говорит один из собеседников «Коммерсанта», знакомый с материалами ФСБ. Называть фамилии фигурантов дела и их процессуальный статус он отказался, сославшись на тайну следствия. Давайте представим, что мы живем в 22 веке. Разобщенность человечества уже преодолели, на земле мир, все армии распущены, и словосочетание «государственная измена» звучит дико. И вот мы, родившись и живя в совсем других условиях, находим в глубинах интернета скриншот новости 80-летней давности, в которой речь о том, что уважаемый человек по фамилии Пайсон оказался американским шпионом. Дикость какая, правда? Так примерно и рассуждают отечественные либералы, когда речь заходит о произошедшем в 1937 году. Но ведь российское гиперзвуковое оружие реально, сколько бы люди с хорошими лицами не утверждали обратное. И американские спецслужбы действительно хотят получить к нему доступ, как в прошлом веке советские разведчики искали способ узнать о разработках в сфере ядерного оружия. И, как вы помните, нашли. Напоследок характерная деталь. Дмитрий Пайсон в 2011 году перешел из ЦНИИМАШ в фонд Сколково, где заправляет один рыжий господин, которого российские конспирологи называют смотрящим по этой стране от глобалистов. И, получив нынешнюю должность в Объединенной ракетно-космической корпорации, Пайсон работу в Сколково не бросил. По словам источников «Коммерсанта», за несколько дней до обысков Дмитрий Пайсон был уведомлен о предстоящем увольнении из ОРКК. Это объяснялось тем, что в организационно-штатной структуре госкорпорации, формируемой новым руководством Роскосмоса, место для исследовательско-аналитического центра не предусмотрено. Наличие вины Пайсона и других, пока еще неизвестных нам фигурантов дела о государственной измене, определит суд, если следствие предоставит весомые улики. Но от себя все же добавлю. Разве это не похоже на реальный мотив? Желание перед увольнением слить секретные данные, чтобы отложить еще денежку на безоблачную пенсию. Кстати, вскоре после 1937 года был 41-й. Но, конечно, не дай бог.